Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, Рутюб, телеграм-канал, контакт Одноклассники. Сегодня предлагаю связать вот такую нежную красоту, как подарочек на свадьбу. А может быть и просто для себя связать. Петли Соломона и мотивы. Идея интересная, вяжется быстро, просто и всего лишь за 50 граммов. Расход. Предлагаю посмотреть. Мы с вами научились вязать мотив, а теперь наша задача научиться соединять мотивы и вязать его безотрывно. Для этого мы с вами свяжем только половинку мотива. Половинка мотива, вот она. Получается 1, 2, 3, 4, 5. В самом первом цветочке мы вяжем 5 лепесточков. Во всех последующих будем вязать только 4. После того, как мы провязали длинную арочку из 10 воздушных петель, лепесток, мы набираем 18 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В 9-ю воздушную петельку мы замыкаем. Это у нас получается вот такая начальная петелька. Провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Считаем 1, 2, 3. В 4-ю вкалываем крючок. И теперь наша задача провязать еще 2 столбика с 2 накидами, чтобы у нас первый лепесточек был связанный. Вместе провязываем. Теперь 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Находим наш мотивчик вот так вот расположенный. И за длинную петлю присоединяем. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем наш второй лепесток. Как вязать лепесточки, вы знаете. Наша задача провязать в точности, как они у нас уже есть. Лепесточек провязали. Чередуем. Если у нас была длинная арочка, значит короткая будет. 1, 2, 3, 4, 5 и опять лепесток. Как вязать цветочек, мы с вами знаем. Наша задача провязать ровно 18. Провязали второй лепесток, 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И мы вяжем 4-й лепесток. И это будет половина цветочка. То, что нам сейчас и нужно. Мы с вами соединили и провязали безотрывно второй цветок. Все остальные цветочки вяжутся аналогично, то есть точно так же. Вот одно соединение у нас с вами только получилось. Цветочки вяжутся очень несложно. Теперь вяжем опять 18 воздушных петель. В 9-ю замыкаем кольцо и вяжем точно такой же цветочек. Наша задача таких цветочков провязать. Я провязала, в зависимости от пряжи, конечно, я провязала 21 цветочек. И потом в обратную сторону идем. Как идем в обратную сторону, мы тоже с вами все знаем. Если у нас длинная арочка, значит короткая будет 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем наш цветок, который мы уже вязали вчера. Видео мастер-класс на Яндекс.Дзен вышел. И как вязать цветочек мы с вами знаем. Вот. Чередуем длинную арочку и короткую. Лепестков всего должно быть 8.
Провязали мы вот такой цветочек. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 лепесточков. Длинный, короткий, длинный, короткий, длинный. Вот такие у нас периоды, да? Есть длинные, есть короткие. Провязали. Теперь провязываем 2 воздушные петельки. Так, выключаем, включаем. 2 воздушные петельки провязали. Между первым и вторым мотивом, вот за эту арочку, соединяемся. 2 воздушные петли провязали. И заканчиваем первый мотив. Или тот, который у вас будет предыдущий. Мы провязываем лепесточек. Провязали. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. За длинную арочку соединяем. И вяжем еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. И заканчиваем наш лепесток. То есть вот у нас с вами соединение за длинную арочку происходит, и мы спокойно довязываем наш цветочек. Вот такое соединение должно получиться. Вот. Половинку, когда мы провязали, мы соединяем внизу, довязываем, довязываем, дошли до серединки, вяжем следующий, еще. Потом, когда мы решили, что нам цветочков уже достаточно, мы довязываем последний цветочек и вот таким образом соединяемся. Обязательно попробуйте, это несложно. Довязываем наш цветок до конца. То есть короткая у нас здесь получается арочка и длинная, и цветок связаны. Цепочку связали и начинаем вязать петли Соломона. Я довязала ленточку до конца. Вот она у меня такая получилась красивая, очень несложная. Любой справится. И предлагаю теперь ниточку по центру мы оставили, ее не отрезаем. Начинаем вязать петли Соломона. Вытягиваем на полсантиметра или может даже на сантиметр вытягиваем ниточку, проводим в центр. Теперь между петлей и ниточкой еще раз накид делаем. Повторяем. Вытянули петлю, сделали накид, накид проводим в саму петлю. Теперь между петлей и простой ниточкой делаем еще раз накид. Теперь 2 петли провязываем вместе. Разворачиваем нашу цветочную поляну. По центру столбик без накида. Еще 2 петли Соломона. 1 и 2. По центру между вот сюда, вот в это место, столбик без накида. 2 петли Соломона. 1 и 2. Центр цветочка, столбик без накида и 2 петли Соломона. То есть наша задача вязать на равном расстоянии, присоединять, вернее, 2 петли Соломона мы присоединяем ровно по центру цветочка и между цветочками, и получаем вот такую ажурную красоту. 2 петли Соломона, 2 петли, 2 петли, 2 петли. Довязываем до конца, покажу, как вязать при повороте. Довязываем петли Соломона. Еще такой вопрос возник: сколько надо цветочков вязать? Столько, сколько вы хотите длину палантина. А петли Соломона, они подстроятся под узор. Смотрите, что мы делаем. На цветочек у нас уходит 1, 2, 3, 4. Вот. 4 петли Соломона. Теперь нам нужно связать окончание. Я вяжу 2 петли Соломона.
нашу длинную арочку в центр вкалываем столбик без накида. Как нам начинать вязание? Смотрите, вяжем 2 петли соломона, 1 и 2, 2 петли соломона, разворачиваем вязание и теперь пропускаем одну петлю внизу, а в центр вот так у нас должен получиться треугольник. В первом ряду у нас просто было 2 петли и вот такая арочка, а во втором ряду у нас будет треугольник. В первом ряду опять будет у нас просто 2 петли соломона. Вот, 2 петли соломона, внизу пропускаем 2 петли, 1, 2, и в центр столбик без накида. У нас должен получиться вот такой ромбик. Вот он. Вначале треугольничек, потом ромбик. В следующем ряду мы начинаем вязание сначала и присоединяем в петельку. И у нас опять будет ромбик. То есть в нечетном мы вяжем просто 2 петли, в четном треугольничек в начале, треугольничек в конце. Довязываем второй ряд до конца. Внизу 2 узора, 2 петли соломона, вверху 2 петли соломона. Закрепляемся ровно через 2. Тут даже очень удобно видно, куда мы закрепляемся. И у нас остается 1 петля соломона. Мы вяжем 1 петлю соломона и вторую петлю мы вяжем в основание, вот сюда. Вот таким образом вытягиваем, все вместе вяжем. У нас получился треугольничек, как и должно быть, треугольничек. Теперь вяжем другую сторону. Помним, первый ряд мы вяжем, начиная вязание из 2 петель соломона. Разворачиваем вязание, внизу у нас 2 петли, и мы вот сюда в ромбик, вот так вот должно получиться. Треугольничек был во втором ряду, в третьем он уже просто вот такой ромбик, 2 петли соломона. И все время будет чередоваться 2 петли соломона, либо ромбик, вернее треугольничек. А ромб, вот внизу 2 петли, вверху 2 петли, ромб, вы должны проверять себя. Получился? Все, значит, правильное вязание. Вот и все. Смотрим вязание первого, второго ряда и повторяем. Либо 2 петли, либо треугольничек. Как в начале, так и в конце. Если здесь 2 петли, значит в конце вязания должно быть тоже 2 петли. Вот. 2 петли. Вяжем на ту высоту, ширину, которую вам хочется. Для того, как будет выглядеть ваш палантин, зависит от вашего желания. Узкий, широкий, длинный. Просто вяжем петли соломона на ту высоту, длину, которую вы хотите. А потом привязываем еще одну ленточку. Ленточку вяжем самостоятельно, просто-напросто, чтобы она у вас уже была. У меня провязано определенное количество петель соломона, получается очень красиво за счет того, что пряжа тоненькая, нежная. И теперь наша задача, для того, чтобы завершить вязание, можно завершить и вот так просто. Я видела на картинке, что внизу цветочки, а вверху ничего нет. А я предлагаю вверху тоже цветочки связать. Для этого мы вяжем еще одну ленточку. Как ее вязать, мы знаем. На такое же количество цветочков внизу, такое же вверху. И наша задача соединить. Соединяем точно так же петлями соломона. Одну петлю соломона провязали. И соединяем за самый краешек петлю соломона. Вяжем. Это получилось, мы связали с той стороны. Присоединяем к нашему полотну петлю соломона. Теперь вяжем еще одну и соединяем опять с цветочком по центру. Это у нас с той стороны.
петля Соломона провязывается. Соединяем с нашей стороной по порядку. То есть у нас здесь сложно запутаться, потому что все петли, вот они у нас как идут ромбиком, они так и должны ромбиком быть. Завершили ромбик, вот он, петлю Соломона провязали. И смотрим наш цветочек. Вот. Очередность. То есть наша очередность вот между. Провязали. То есть мы сохраняем тот же принцип, как в самом начале мы с вами вязали с цветочка. Наша задача соединить длинную арочку, короткую, длинную. Петлю Соломона провязали. Возвращаемся к палантину. Соединили. Петля Соломона. Цветочек. Уже пойдет второй. То есть вот сюда. И вот таким образом, смотрите, мы присоединяем все наши цветочки. Длинную арочку по центру между цветочками. Опять по центру между цветочками. Вот и все. Петля Соломона. Так и идет. Наша задача все соединить. Таким образом, шаг за шагом я присоединила все петли Соломона, как мы с вами разговаривали. Одну петлю между, одну петлю в центр. И вот все сошлось. Оставила большую ниточку, чтобы было удобно заправлять в цветочек и не видно было. И в итоге вот такая красивая работа. Обожаю петли Соломона, многие это знают. И люблю мотивчики безотрывные, что тоже вяжу с большим удовольствием. И получилась вот такая очень нежная работа в преддверии, знаете, свадеб. Вот такую накидочку свадебную связать, подарить. Я думаю, это будет очень красивый, роскошный подарочек. А как вы считаете, пишите в комментарии. И огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, он будет полезным. Петли Соломона — это очень интересные петли. Их нужно научиться вязать, чтобы вот такую красоту своими ручками. Что еще хотела сказать, что расход пряжи минимален. У меня ушло всего-навсего 50 грамм. Смотрите, какой еще моточек остался. То есть вот эта пряжа, она очень такая экономичная в плане того, что у нее длина 530 метров. Вот 50 грамм всего ушло на такую роскошную накидочку. Почему бы не связать, почему бы не заказать нитки. Если вы будете заказывать по моему промокоду Ангелина20, я обязательно напишу, как это звучит и где можно заказать такую замечательную пряжу. И до новых встреч! Надеюсь, вам работа понравилась. Свяжите и получите удовольствие.